Всех приветствую на моем канале Кладокоп. Сегодня речь пойдет о двух программах, которых я вам сегодня покажу, с которыми наиболее часто я буду ходить и буду продолжать ходить. Я вам уже вчера показывал, с какой основной программы я хожу. Это Пляж 2. Вы видите ее на экране. Вот она горит. Пляж 2. Она применяется на всех участках, где, будь то это шурф, будь то это поле или какие-то другие участки, кроме берега и воды. Почему я не применяю Пляж 2, именно который предназначен для пляжа на берегу воды или в самой воде, я сейчас вам расскажу. Не переключайтесь, смотрите. За образцы я взял вот такие вот элементы металлопластики. Вы сейчас их увидите на экране. И сейчас давайте приступим к тестированию, чтобы долго вас не задерживать. Почему именно Пляж 2 не подходит для поиска на берегу и в воде. Дело в том, что Пляж 2 программа мультичастотная, то есть работают частоты на ней. Как написано в инструкции, что мультичастота здесь не отключается. То есть вы не можете выбрать отдельную частоту. Кто-то бытует мнение, что здесь работают только две частоты на Пляже 2, именно высокие, низкие здесь отключены. Кто-то говорит о том, что в книге эксплуатации по 800-му Эквиноксу пишется, что просто нельзя их отключить, но на самом деле работают все частоты здесь на мульти. Поэтому и разряжает аккумулятор, то есть добавлена 4 килогерц частота, и поэтому идет разряд на 3-й прошивке. Но у каждого свое мнение. Я придерживаюсь, наверное, к первому мнению, то, что действительно работает, иначе бы я не подымал все те элементы, которые я находил под катушкой, кроме вот этой вот цепочки золотой, которую я вам сейчас продемонстрирую. Ну, а в основном Пляж 2 это самая ходовая настройка. Но теперь давайте сравнивать. Смотрите, сейчас у меня режим включен Пляж 2. И за тест я беру вот такой вот крестик. Вы видите его на экране. Он здоровый. Давайте посмотрим, как он будет звучать на этой программе. И запоминайте настроечки, не настроечки, вернее, а VDI, число. Настройки по Пляжу 2 я вам уже давал. Ничего здесь не менял, только чуйку убавил на 15, чтобы здесь не фантомило. Смотрим. Вот такой сигнал вот этого крестика прозвучал. Теперь берем чуть-чуть меньше крестик, вот такой вот 17 или 18 век, и смотрим на VDI-ку. Он звучит тоже вот так, вот таким VDI-шным сигналом 12. Приступим к другому крестику. Вот такой вот крестик, он ходовой, часто попадается нам, и давайте смотрим. (13 VDI). Берем еще меньше. Вот такой крестик. Уже VDI меньше делается. Дальше берем крестик 12-13 век. Вот такой крестик. Я вам уже его показывал. И смотрим число. У него обычно число семерка. Не каждый семерку поднимает VDI, но советую четверку, семерку, пятерку брать. Сигналы очень зачетные, и находки с этим VDI просто зачетные. Седьмой VDI на этом крестике. Теперь смотрим золотой крестик. Золотой крестик вот такой вот. Смотрим, как он на Пляже 2. Троечка. Мы не поднимаем такие сигналы. Обязательно нужно в воде такие сигналы брать. Серебряный крестик маленький-маленький. Вот такой вот детский, старинный, 17 век. Как вы видите, сигнал тоже 13. Очень довольно-таки сильный, четкий. Дальше берем вот такую вот серебрушку, кулончик, и смотрим. (26-й), всегда копаемый сигнал. Дальше медальон берем. Тоже копаемый сигнал.
всегда такие копаем, поэтому мы находим такие. И заключительный тест, конечно же, золотая цепочка. Я ее буду тестировать просто не в комке, а одним звеном буду вводить. Смотрите на дисплей. Вы видите, как только я... Вот смотрите, я в комок, нифига ничего не получается. То есть пляж 2 ее не видит. Где называемая пляж 2 программа должна предусмотрена именно до пляжа. Вот такой минус у этого режима. Поэтому мы ничего не находим. Но в полях не так часто встречаются цепочки, поверьте мне. Поэтому программа пляж 2 все равно остается актуальной. Теперь я переключаю на режим парк 1 и сразу же тестирую крестик и золотую цепочку. Мы не будем медные крестики тестировать, потому что сигналы ВДИ будут то же самое, не меняться. Приступаем сразу к золотому крестику. Смотрим. Двойка. Золотой крестик, двойка. И цепочка с одним, не сначала я ее буду по звеньям тестировать, а потом буду в кучке. Смотрим. Нету сигнала. Теперь я ее в кучу беру. Нету, даже у катушки нету. Вот смотрите, сколько вы пропускаете на парке 1. Переключаем на парк 2. Парк 2 предназначен для сбора именно золотых украшений. Что я и рекомендую вам две программы применять: пляж 2 и парк 2. Смотрите, как звучит крестик золотой на данной программе. Потом я вам покажу настройки на парк 2. Крестик золотой. И теперь будем вот так вот по звеньям. Смотрите. Единица, которой нужно, вы ее ни с чем не путаете, это число, постоянно будет эта золотая цепочка. В песке я уже пробовал, дальше я проведу когда-то тест, закопаю, и у вас будет то же самое. Покажу вам, как бьет она в песке, то же самое этим числом ВДИ. Теперь я в куче складываю золотую цепочку и показываю вам. Вы видите на парке единица число ВДИ. Ранее вы такой сигнал, уверен, вы не копали, поэтому мы не находим цепочки. Советую пройтись по старым забытым местам вашим, и я уверен, что вы найдете цепочку золотую, оборванную и так далее. Давайте для примера я еще продемонстрирую, как же звучит крестик старохристианский 12 века на данной программе. Кстати, у меня сейчас стоит не полифония, 5 тонов. Позднее я сейчас вам вернусь к настройкам. Семеркой звучит так же, как и на пляже 2. Теперь давайте приступим, посмотрим, что по настройкам у нас на парке 2. На парке 2 у меня, смотрите, отстройку я вам не буду говорить, уже повторяюсь, что я отстраиваю перед началом копа. Дальше баланс грунта отстраиваю, потом включаю авто. Дальше громкость заданная, это у нас на свое усмотрение. Переходим в другой раздел. Тройка. Здесь стоит у меня, кто-то ходит на шестерке, пороговый тон. Я всегда хожу на тройке, поэтому этот раздел я тоже упускаю, потому что некоторые бытует мнение, что чем больше пороговый тон, тем больше глубина. Не знаю, не проверял, глубины мне и так хватает. Дальше 5 тонов. Советую ходить на 5 тонов и все настройки с пляжа 2 перейти к моему видео предыдущему, скопировать вот сюда, в этот поле, вернее парк 2, все настройки с пляжа 2. То есть нажимаем шестеренку и проверяем. То вот такие вот настройки у вас должны быть здесь на парке 2. Дальше выключаем, переходим. Кто-то ходит на всех металлах, я всегда выключаю, у меня последняя прошивка, я всегда выключаю все металлы, и поэтому этот пункт
принципе, меня не интересен. Единственное, что вам могу показать, какие настройки у меня здесь. Т3 20, Т4 30 и все. И самый важный пункт — это скорость. Скорость 5 здесь стоит. Можно поставить 4. Здесь я поставил 5, потому что она более чувствительная, парк, и поэтому 4 как бы больше фантомит. Поэтому 5 поставил. Вот. Все остальное, ну давайте здесь вам покажу. Феррум 0 здесь стоит. Можно 6 феррум поставить, вообще не будете металл хватать. При этом цепочки будут золотые видеть. Вот такие же настроечки. В принципе, 2 программы самые актуальные на сегодняшний день. Equinox 800. Это, конечно же, самые главные, которые, я думаю, что она лидирует. Это пляж 2. Всегда я с ней буду ходить, и никто меня не переведет. Вот. И, конечно же, по пляжу я буду ходить именно на парке 2. Остальные программы просто не видят. Ну, кто сейчас будет со мной спорить, давайте я вам покажу. Парк 1 уже не видел, да? Давайте переключим. Поле 1. Берем цепочку, чтобы не задавали хейтеры вопросов, и смотрим. Теперь я ее в кучу складываю, эту цепочку. Не видит. Поле 2. 4 килогерца здесь стоит. Давайте поставим мультичастотность. Посмотрим на мультичастоте. Кстати, сам я не тестировал на поле 2. Но она мне не понравилась, я говорил неоднократно в видео. Не видит. Вы видите, на мультичастоте не видит. Теперь я ее вот так в кучу. Тоже не видит. Давайте еще раз проверим настройку. Я не видал на поле 1 включим. Здесь стоит, проверим, мультичастота. Так что тест был правильным и честным. То есть везде стояла мультичастота. Ловит. Вердикт таковой. Пляж 2 для всех поисков, кроме пляжа и воды. Все наоборот получается. И парк 2 для поиска на прибрежной зоне в воде. Все. Если что-то, пишите. Чем-то не понравился тест, комментируйте. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока.